Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. На данный момент у нас интересно понаблюдать за некоторыми блогерами, инфлюенсерами. Они начинают анализировать и говорить то, что биткоин просто будет взрываться куда-то там. Я балдею от движения эфириума. И не имея этих активов у себя в портфеле. Ни биткоина, ни эфириума. Так зачем вы тогда анализируете биткоин и эфириум, если для вашего анализа нужен только Total 3, а это капитализация альткоинов? Смотрим то, что у нас капитализация Total 1 не растет, 3 триллиона 830 ярдов, по всей видимости летние разлоки просто-напросто опять размыли капитализацию, произошли оттоки капитала, само собой пошли оттоки капитала через ETF, у нас Андрей Хоровиц, BlackRock начинают продавать битки через ETF. И мы видим просто-напросто отток. Само собой, конечно же, монетка ОКБ показала интересный рост, $250. Буквально за месяц палка. Похожая ситуация, как на BNB было в 2020-2021 году. Отдельное видео мы снимем по монете ОКБ. И, конечно же, если у тебя нету эфириума и биткоина, то твой анализ должен быть только на Total 3. И все. И что мы видим на Total 3? Мы видим то, что Total 3 у нас конкретно слаб. Мы даже не можем перебить вершину декабря 2024 года. Все. Ты открываешь Total 3, смотришь, что твоя альта и твой портфель в дерьмище находится. Вот и все. И весь на этом заключается твой анализ. Ты говоришь просто портфель в дерьмище. Минус 50% по факту. Все, по альте. Несмотря на то, что у нас капитализация Total 3 находится в диапазоне 1 триллион долларов. Такая же самая капитализация, как было у нас и осенью 2021 года. Но котировки большинства проектов находятся явно не 2021 года. Такие проекты, как DOT Atom у нас находятся, просто открываешь график. Вот такой вот график. Pump 2021 года, даже вот такой вот график. Pump 2021 года и слив. Все, и мы находимся более чем 1200 дней в таком вот боковом движении. Несмотря на то, что капитализация крипторынка Total 3 находится на своих исторических хаях. Как так все умудрился манипулятор? Непонятно. Если у вас есть какие-то доводы, пишите в комментариях под видео. Что касательно самого Total 3, мы видим то, что капитализация в диапазоне 1 триллион долларов. Мы находимся в восходящем канале, подошли к нижней части канала. В принципе, можно это все дело так вот подредактировать. В принципе, все вроде бы и готово для того, чтобы запустить альт-сезон. И капитализация, вернее, доминация самого биткоина тоже нам это подсказывает. Интересный момент. Мы подходим к пику бычьего рынка. И модель, та, на которую я сильно опирался, Stock to Flow, мы вчера снимали видео, уже не работает. Мы видим то, что error. Они не дают нам информацию, просто-напросто скрывают. Но по данной модели там будет разворот буквально через 2 месяца. 21 октября по данной модели у нас будет разворот рынка на медвежку. Посмотрим, мало ли, может быть такое, что это сайт барахлит, а может быть такое, что они не дают нам посмотреть информацию. Вот я обновляю неоднократно. Error. Вот, в принципе, вот так вот. Что у нас по доминации биткоина? Доминация биткоина нам подсказывает о том, что у нас тоже остается буквально 2 месяца. У нас есть снижение, пробитие восходящего канала. Мы его можем, конечно же, тоже подредактировать, данный канал. Поставить даже его по фитилям. Вверху у нас фитили полностью перекрываются. А внизу у нас это дело вот так вот, в принципе. Вот, в принципе, вот так вот. И у нас есть пробитие данного канала. Так как у нас уже конкретно доминация биткоина упала,
есть надежда на то, что мы дальше будем падать. Как это было примерно в декабре 2024 года, но здесь развернули доминацию биткоина. И если с текущих обратно будут разворачивать доминацию биткоина, то у нас будет супер-пупер цикл, как некоторые блогеры говорят. И по всей видимости больше биткоин не будет двигаться, как двигался ранее. У нас будет похожая ситуация, как на фонде с биткоином. Но если мы продолжим падать, у нас произойдет альт-сезон. Может быть такое, что он будет небольшой альт-сезон. С текущих котировок я ожидаю от 3 до 10 иксов максимум по некоторым проектам. И на этом всем дело, думаю, что закончится. Если мы будем с текущих падать, если у нас действительно уже есть подтверждение здесь, что мы падаем, то у нас история в 2021 году, как было, мы падали, смотрим. Пик мы поставили, и после того, когда мы поставили пик, у нас прошло 19 недель. 19 недель падения. Аналогичная ситуация и здесь. Вот мы поставили пик по доминации биткоина, это 23 июня. 19 недель отмечаем. То, что у нас 19 недель будет примерно 3 ноября. 3 ноября 19 недель. Все. Можно так сказать, что 21 октября это как раз будет то самое донышко. И пиковые значения по всему крипторынку. И в дальнейшем разворот. Разве что цикл сместился немножко влево или вправо. То, что цикл сместился влево, мы это знаем, потому как мы пошли на перехай по биткоину до халвинга битка намного ранее. А то, что вправо, это означает то, что цикл, по всей видимости, может растянули. То, что цикл растянули, мы, конечно же, с вами это видели по модели Stock to Flow. Это было четко видно, но сейчас она не работает. Я не могу вам ничего по ней сказать. Но мы и так прекрасно видели. Можете вчерашнее видео посмотреть, что там делалось и с моделью Stock to Flow. Итак, у нас, в принципе, 3 ноября, вот у нас черная такая вот линия. То, что мы с вами сможем увидеть пиковое значение по доминации биткоина. Также, если вдруг цикл растянулся, это запас просто до 15 декабря. Максимум, что можно увидеть до 15 декабря. И также у нас 29 сентября, а заседание ФРС по поводу ставки у нас будет 17 сентября. Здесь мы 17 сентября не можем, 15 пускай будет. Вот, в принципе, в этом вот квадрате мы можем с вами увидеть уже полностью пиковое значение по рынку и разворот. Начиная от 15 сентября и до 15 ноября и максимум до 15 декабря. 15 декабря мало верится, но я думаю, что максимум это до 3, там 15 ноября. Вот. И в принципе шаблон бары. Шаблон бары вот мы поставили с вами, синие шаблон бары. Мы идем пока что по шаблон барам. Идем по шаблон барам, и пиковые значения у нас как раз будут 3 ноября. Вот. 19 недель падения доминации. Это будет говорить о том, что все, пиковые значения уже по альткоинам достигнуты, нужно полностью покидать рынок, потому как в дальнейшем будет медвежка. На недельке у нас свеча волчок, пока что здесь неопределенность, потому как с текущих мы можем развернуть доминацию биткоина, нужно об этом не забывать. Мы можем опять развернуться и опять мурыжиться, как это было, допустим, с декабря месяца. Мы мурыжились полгода. Сейчас ключевые моменты на рынке. И здесь нужно посмотреть, как у нас будет на протяжении нескольких недель все это дело происходить. Вот. Вот так вот. Выглядит это все здесь у нас по медвежьи. Рисует медвежий флаг на дневке. Само собой четко его видно на 4-часовике. Этот медвежий флаг. Мы его можем вот так вот даже подкорректировать немножко. Или это был ложный выход с медвежьего флага. Может даже, что это был не ложный выход, мы его можем вот так вот подкорректировать. Выход с медвежьего флага, вернулись дальше на ретест. У нас здесь есть молоты на 4-часовике, смотрите какие молоты. Но не хотят они. Не хотят они очень быстро все здесь делать. Если мы даже посмотрим, как у нас было в прошлой бычке, то мы видим то, что у нас здесь было, смотрите, раз падение, 2, 3, 4 падения. 4 было падения, и
Здесь было 5-е падение. На 6-й неделе мы остановились. Вот у нас тоже 1, 2, 3, 4, 5-е падение. 6-я неделя остановились и начинаем мурыжиться. 1, 2, 3, 4 недели мурыжит. Здесь тоже вот падение. 1, 2, 3, 4 недели мурыжит. По всей видимости, еще впереди 1, 2, 3 недели мурыжения. И только потом, после 3 недель мурыжения, мы увидели еще финальное падение. Вот такое вот. Аналогичная ситуация и сейчас. У нас, в принципе, еще практически 2 недели есть августа. Закрытие этой недели. Вот если мы откроем календарь, закрытие этой недели и следующая неделя полностью августовская. Мы можем еще быть в боковике. И первая неделя сентября. Дальше мы можем начать потихоньку падать. Но у нас там дальше заседание ставки. Вернее, заседание ФРС по поводу ставки. Что будет дальше, не знаю, посмотрим. Гирчика тут реклама. Зачем нам гирчик этот? В принципе, вот так вот. Гирчик рекламирует рынок очень хорошо. Можно заработать. Да не заработаешь ты там нормально. Побреют тебя на фьючах твоих и все. 18 мониторов твои просто сгорят. В принципе, вот так вот. Вот такой вот анализ. Открываем Total 3, смотрим то, что альткоины в дерьмище, и на этом анализ может быть закончен. Все, нечего дальше сказать. Биток на хаях, эфириум в диапазоне 4300, 4200. Покупать эфир, чтобы забрать 2 икса, максимум 3, если эфир, конечно же, пойдет дальше расти. Можно, если ты готов на это пойти. Покупать биток уже опасно. Мы на хаях. Вот. Даже майнеры показывают нам о том, что все, на хаях, на хаях. И многие блогеры это не учитывают. Они дальше продолжают трендеть. Смотрите, не работает. Даже майнеры не показывают. Информации нету. Многие блогеры начинают дальше трендеть о том, что биток улетит на 200, на 300 тысяч долларов. Да майнеры нам это не позволят сделать. Вот что. Вот. И это очень, конечно же, печально, потому как мы с вами не увидели того самого полномасштабного хорошего альтсезона. И, может быть, произойдет, как один комментатор у меня постоянно под видео твердит, то, что это переходной цикл под ником Снежка. Вот, в принципе, вот так вот. Посмотрим, что у нас будет. У нас есть еще запас времени, я думаю, что до конца октября, а потом будем паниковать. Но по факту сейчас ничего не происходит, за исключением роста монеты ОКБ. Похожая ситуация, как было когда-то с BNB. Я думаю, что в этом цикле монета ОКБ дорастет в диапазон хотя бы где-то 400-500 долларов. И в дальнейшем все будут твердить, что ОКБ будет падать и будет падать в диапазон 44 доллара. Но на медвежке она, по всей видимости, придет в диапазон 100-120 долларов и там остановится. Отрисует свою медвежку. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.